1992 году в дельте Амазонки произошло редкое столкновение между двумя хищниками. Комодские вараны, достигавшие длины до 3 метров и обладавшие мощными челюстями, неожиданно оказались в экосистеме, где доминировали ядовитые змеи и огромные хищные птицы. Это событие привлекло внимание исследователей, которые стремились понять последствия появления нового хищника в чуждой среде. На берегу реки, окруженном густыми джунглями, комодский варан перемещался по влажной земле. Его шершавые чешуи искрились на солнце, а длинный хвост оставлял следы в грязи. Он искал пропитание, его уверенный шаг выдавал хищнический инстинкт. В это время ягуар, один из самых опасных хищников Амазонки, мчалась через реку. Сила ее мускулистого тела и мощных лап очевидно выделяла ее среди других животных. Внезапно ягуар заметила движение и остановилась. На земле неподалеку от берега стоял комодский варан. Варан поднял голову и расправил чешую, демонстрируя свою силу. Ягуар, не ожидая такого сопротивления, приостановила атаку. Она начала обдумывать стратегию, осознавая, что в этом столкновении важна не только физическая сила. Через несколько минут напряженного ожидания ягуар выбрала момент для атаки. Она стремительно бросилась вперед, но комодский варан оказался наготове, готовый защитить свою территорию. Находясь в незнакомой среде, варан понимал, что его размер не всегда гарантирует успех. Ягуар, использовав свою ловкость, провела тактический маневр, пытаясь поймать варана с фланга. Ситуация накалялась, когда окружающие животные замерли в ожидании. Звуки треска ветвей и шороха листьев заполнили пространство, подчеркивая, что в этом уголке Амазонки разразилась настоящая битва. Обе стороны были привычны к своим привычным местам, но столкновение с незнакомцем ставило под угрозу их жизнь, изменяя привычный порядок вещей. Это событие стало уникальным примером столкновения двух миров. Исследователи, наблюдая за этим сражением, начали осознавать, что последствия могут затронуть всю экосистему Амазонки. Каждый новый момент, когда ягуар и комодский варан сражались, ставил под сомнение их способность сосуществовать в этом новом, полном опасностей мире. Внезапно ягуар замерла, оценивая обстановку. Она чувствовала напряжение в воздухе, а воры и чешуи комодского варана сверкали на солнце. Ягуар сделала шаг назад, готовясь к следующему движению. Комодский варан, напротив, не собирался отступать. Он увеличил расстояние между собой и ягуаром, стараясь понять, где именно скрывается его противник. Внезапно ягуар вновь бросилась в атаку, но комодский варан оказался наготове. Он быстро изменил позицию, используя свои сильные задние лапы, чтобы оттолкнуться от земли и увернуться от удара. Ягуар проскользнула мимо, но варан успел схватить ее за хвост, при этом оставляя на ее шершавой коже следы от своих зубов. Ягуар, почувствовав боль, мгновенно развернулась, и между ними разгорелся настоящий бой. Окружающие животные наблюдали за этой схваткой с отрешенным интересом. Обезьяны замерли на ветках деревьев, а птицы, рассекающие небо, закричали в тревоге. Дельта Амазонки, окутанная тишиной, стала ареной для этого необычного столкновения. Ягуар пыталась использовать свою скорость и ловкость, но комодский варан также проявлял недюжинную изобретательность. Поднимая свои массивные лапы, он ловко уклонялся от атак, делая резкие движения, чтобы сбить ягуара с толку. Каждый шаг обоих хищников был осмысленным и выверенным. Они осознавали, что каждая ошибка может стать последней. Чем дольше длился бой, тем больше казалось, что обе стороны начинают уставать. Ягуар, изначально уверенная в своих силах, заметила, что комодский варан не сдается. Он не проявлял ни малейших признаков слабости. Ягуар решила использовать окружающую среду в свою пользу. Она бросилась к ближайшему дереву, взобралась на его ветви и, взяв высоту, попыталась найти удобный момент для нового нападения. Комодский варан был насторожен. Он поднял голову и внимательно следил за движением ягуара, не собираясь терять бдительность. Понимая, что ягуар может напасть с высоты, он начал двигаться к дереву, но не спешил. Его тактика заключалась в том, чтобы ждать, когда противник допустит ошибку. Ягуар с высоты заметила, как варан замер и внимательно смотрит вверх. Она использовала этот момент, чтобы спрыгнуть с дерева, но варан резко среагировал и уклонился, задев ягуара своим хвостом. Тот же неожиданный маневр заставил ягуара потерять равновесие, и она приземлилась неудачно, что дало комодскому варану возможность контратаковать. В этот момент стало очевидно, что схватка будет не только физическим противостоянием, но и испытанием воли для обоих хищников.
Каждый из них понимал, что это столкновение не только за еду, но и за выживание в новом и опасном мире. Каждый маневр, каждая ошибка могли изменить ход битвы и судьбу обоих хищников. Комодский варан, почувствовав, что ягуар склоняется к атаке, мгновенно изменил стратегию. Он использовал свою тяжелую массу, чтобы сблизиться с деревом, где пряталась ягуар. Не дожидаясь, когда она совершит новый прыжок, он начал двигаться в ее сторону, уверенно выставляя свои длинные ноги и оставляя за собой следы в грязи. С каждым шагом он демонстрировал свою мощь и уверенность, готовясь к встрече. Ягуар с вершины дерева попыталась оценить ситуацию. Она заметила, что комодский варан приближается, и начала действовать. Увидев, что он находится в пределах досягаемости, ягуар спрыгнула с ветки, целясь в его бок. Варан, когда почувствовал, что опасность близка, резко развернулся и успел принять защитную позу. Его мощные челюсти открылись, готовые к отражению атаки. Ягуар приземлилась рядом с ним, но комодский варан был готов. В его глазах сверкает агрессия, и он с силой ударил хвостом, пытаясь сбить ягуара с ног. Ягуар увернулась, но удар был мощным. Она почувствовала, как ее тело трясет от силы столкновения, и это лишь усилило ее решимость. Ягуар сделала шаг назад, чтобы перехватить дыхание и посмотреть на варана с новым уважением. Это был хищник, который не собирался отступать. Комодский варан, осознав, что ягуар не собирается сдаваться, решил использовать свои челюсти как оружие. Он начал медленно продвигаться к ягуару, пытаясь напугать ее и вынудить к потере концентрации. Ягуар, однако, не собиралась поддаваться. Она тоже медленно двигалась к варану, готовя свою атаку. Обстановка накалялась. Вокруг них собралось множество животных, которые стали свидетелями этого исторического столкновения. Обезьяны прятались в кронах деревьев, а птицы кружили над головами, издавая тревожные крики. Каждый наблюдатель понимал, что здесь разыгрывается битва не только за жизнь, но и за место в экосистеме. Комодский варан воспользовался моментом и внезапно атаковал, пытаясь схватить ягуара за заднюю лапу. Ягуар снова уклонилась, но варан не остановился. Он продолжал наступать, демонстрируя свою силу и выносливость. Ягуар, осознав, что не может полагаться только на свою скорость, начала использовать тактику отвлечения. Она внезапно бросилась в сторону, затем снова вернулась к варану, но на этот раз с другой стороны. Комодский варан не успел среагировать, и ягуар, воспользовавшись моментом, нанесла мощный удар лапой. Варан взревел от боли, но не упал. Вместо этого он схватил ягуара за переднюю лапу, привязывая ее к земле. Ягуар в ответ укусила его, но комодский варан лишь сжал свои челюсти, пытаясь не дать ей вырваться. Схватка продолжалась, и оба хищника понимали, что исход этого боя зависит от их способности адаптироваться к условиям. В этот момент комодский варан осознал, что его сила может быть недостаточна для победы, если ягуар сможет использовать свою хитрость и скорость. Ягуар, в свою очередь, осознала, что ей нужно найти способ вырваться из захвата и нанести решающий удар. Обстановка вокруг накалялась, и каждый новый маневр мог стать решающим в этой напряженной борьбе. Комодский варан, несмотря на сильную боль от укуса ягуара, продолжал удерживать ее переднюю лапу. Ягуар извивалась, пытаясь вырваться, но варан не собирался ослаблять хватку. Их борьба привлекала все больше внимания других животных. Дельта Амазонки наполнилась звуками, отражающими напряжение и угрозу, исходящие от этих двух хищников. Обезьяны завопили, а птицы закричали, как будто предсказывая исход битвы. В этот момент ягуар с усилием развернула голову и, используя свои задние лапы, пнула варана в бок. Удар оказался неожиданным, и комодский варан на мгновение ослабил хватку. Ягуар воспользовалась этой возможностью и рванулась вперед, вырывая лапу из его челюстей. Варан, почувствовав, что теряет контроль, резко отбросил ее, и ягуар с силой приземлилась на землю. Отступив на несколько шагов, ягуар попыталась восстановить дыхание и сосредоточиться. Она понимала, что не может позволить себе упустить момент. В ее глазах сверкало решение. Комодский варан, в свою очередь, также не собирался сдаваться. Он медленно поднимался на ноги, его чешуя была покрыта грязью и следами от укусов. Каждый звук вокруг становился все громче, подчеркивая накал страстей. Ягуар снова бросилась в атаку, но на этот раз, вместо того, чтобы направить удар в сторону варана, она сделала резкий поворот и попыталась запрыгнуть на ближайшую скалу. Ее план состоял в том, чтобы занять более выгодную позицию, откуда она могла бы атаковать варана с высоты. Варан наблюдал за ее движениями, его опыт и инстинкты подсказывали ему, что ягуар пытается переиграть его.
Находясь на скале, ягуар начала обдумывать свою следующую атаку. Она осмотрела окрестности и заметила, что на расстоянии несколько метров от них находилась группа капибар. Это решение пришло ей в голову, когда хищники столкнулись в борьбе за жизнь. Ягуар знала, что она может использовать капибар как отвлечение, чтобы выиграть время для планирования своей атаки. Тем временем комодский варан, осознав, что ягуар использует окружающую среду, решил отвлечь ее. Он начал двигаться в сторону капибар, демонстрируя свою силу и мощь, чтобы напугать стадо. Ягуар, заметив это, быстро спрыгнула со скалы и бросилась к варану, чтобы предотвратить нападение на капибар. В этот момент варан, почувствовав угрозу, снова повернулся к ягуару и, выставив свои массивные челюсти, приготовился к защите. Ягуар и варан снова встретились лицом к лицу, оба понимая, что их поведение наблюдается остальными животными. Их борьба не только определяла исход сегодняшнего конфликта, но и становилась символом выживания в этом суровом мире. Каждый из них понимал, что нужно действовать быстро. Варана все больше раздражала ягуарская тактика. Он решил изменить свои методы, начав атаковать с неожиданной стороны, используя свои предельно быстрые и мощные движения, чтобы сбить ягуара с толку. Однако ягуар, готовая к противостоянию, оставалась настороже, изучая каждое движение своего соперника. В их глазах отражалась решимость, каждая ошибка могла стать решающей в этом хищническом поединке. Ягуар, оценив ситуацию, решила использовать тот факт, что комодский варан успел на мгновение отвлечься. Она быстро проскользнула в сторону, стараясь занять более выгодную позицию. Ее сердце колотилось от адреналина, а глаза блестели решимостью. Варан, заметив ее движение, сразу же повернулся в ее сторону, готовый к защите, но ягуар сделала резкий прыжок вбок, чтобы запутать противника. В этот момент комодский варан решил, что пришло время изменить тактику. Он знал, что прямые атаки не приносят успеха, и стал использовать свою хитрость. Варан начал осторожно двигаться к ягуару, придавая своим движениям легкость и изящество, несвойственные его мощному телосложению. Он замер на месте и начал медленно наклонять голову, будто изучая поведение ягуара. Ягуар, чувствуя, что он пытается сбить ее с толку, тоже замерла, но ее инстинкты подсказывали, что нельзя терять бдительность. Не выдержав напряжения, ягуар сделала резкий скачок, направляясь к варану. Она использовала все свои силы, чтобы атаковать его сбоку. Но комодский варан оказался готов. Он увернулся, подставив свой массивный хвост, который с силой ударил ягуара в бок. Ягуар отлетела в сторону, но быстро восстановилась и снова стала на ноги, готовая к следующему маневру. Комодский варан, понимая, что ягуар не сдается, решил использовать окружающую среду. Он стремительно вернулся к ближайшему кустарнику, пытаясь спрятаться за его густыми ветвями. Ягуар, учтя его маневр, продолжала следить за ним, но варан с легкостью перемещался по неровной местности, навязывая ей свою игру. Он выжидал момент, когда ягуар ослабит внимание. Внезапно, когда ягуар приблизилась к месту, где исчез варан, комодский варан выскочил из укрытия. Он атаковал мгновенно, направив удар челюстями прямо в сторону ее шеи. Ягуар, почувствовав угрозу, мгновенно уклонилась, но варан все же задел ее лапу, оставив болезненные следы. Ягуар зарычала от боли, но это лишь раззадорило ее. С каждым новым укусом она становилась все более решительной. Схватка накалялась. Ягуар, не дожидаясь следующей атаки, бросилась к варану, используя свои задние лапы, чтобы совершить мощный прыжок. Ее цель была ясна — попытаться сбить варана с ног. Варан, осознавая, что ягуар становится все более агрессивной, решил использовать свою массу. Он также бросился вперед, и на мгновение оба хищника встретились в эпицентре боя. Звук столкновения был оглушительным. Ягуар и комодский варан оказались в пыльном облаке, борясь за преимущество. Ягуар использовала свои зубы, чтобы укусить варана за бок, в то время как варан пытался задушить ее своим весом. Обезьяны с деревьев закричали от волнения, птицы начали кружить над ареной, словно подчеркивая значимость этого момента для всей экосистемы. В этот момент стало ясно, что битва достигла своего пика. Оба хищника понимали, что это не просто схватка за территорию или пищу, это борьба за выживание, которая будет иметь последствия далеко за пределами их столкновения. Каждый из них был готов использовать свои лучшие качества, чтобы одержать победу. Напряжение в воздухе росло, и каждое движение могло стать решающим в этом безжалостном противостоянии. Ягуар, почувствовав, что усталость начинает брать верх, сделала шаг назад, чтобы переосмыслить свою стратегию.
Комодский варан, напротив, выглядел все более уверенным, его мощное тело сохраняло стойкость, но в глазах ягуара мелькнула мысль: если она сможет использовать свои навыки ловкости и скорость, то сможет обойти весомую силу врага. В этот момент она вспомнила о своих охотничьих инстинктах, которые помогали ей выживать в джунглях. Комодский варан, настроенный на победу, медленно начал двигаться в ее сторону, выставляя челюсти наперед. Его массивные лапы оставляли глубокие следы в земле, подчеркивая его мощь. Ягуар же, напротив, сделала шаг в сторону и попыталась обойти варана, используя деревья и кустарники для укрытия. Ее план был прост — запутать врага и атаковать с неожиданной стороны. Варан почувствовал ее намерение и начал ускоряться, чтобы перекрыть путь. Ягуар, заметив его движение, резко развернулась и снова бросилась в сторону, но комодский варан успел среагировать. Он сделал резкий выпад, пытаясь схватить ее за хвост, но ягуар вновь уклонилась, грациозно перепрыгнув через его лапы. Теперь оба хищника были в состоянии постоянного движения, каждый ожидая, когда другой допустит ошибку. Ягуар знала, что ее шансы на победу зависят от умения маневрировать и находить слабые места в защите варана. Она начала использовать окружающую местность в своих интересах, заставляя варана следовать за ней через труднопроходимые участки. Они пробегали мимо густых подлесков и заливающихся солнечными лучами просек, где ягуар могла легко маневрировать. Комодский варан, пытаясь адаптироваться к меняющимся условиям, начал действовать более агрессивно, стремясь поймать ягуара, когда она сбивается с курса. Он бросался в ее сторону, поднимая облака пыли, но ягуар всегда была на шаг впереди. Она ловко использовала свои задние лапы, чтобы оттолкнуться от земли, создавая достаточное расстояние между ними. Каждое ее движение было рассчитано, и каждый раз, когда варан казался близким к успеху, ягуар вновь уверенно ускользала. В какой-то момент ягуар заметила, что варан начал уставать. Его движения стали медленнее, а дыхание — тяжелым. Это дало ей возможность сосредоточиться на следующем шаге. Она решила провести захватывающий маневр. Подобравшись ближе, она сделала резкий бросок, направляясь к его задней части. Варан, не ожидая такого поворота, попытался развернуться, но ягуар была уже рядом, атаковала его мощный хвост, пытаясь сбить с толку. В этот момент комодский варан, осознав, что его сила не всегда является ключом к победе, попытался изменить свою тактику. Он начал притворяться, что ослаб, медленно двигаясь назад, чтобы привлечь ягуара ближе к себе. Ягуар, несмотря на свои инстинкты, почувствовала, что это может быть ловушкой. Она остановилась, готовясь к его следующему движению. Внезапно, когда ягуар сделала шаг вперед, варан снова предпринял решительный шаг, используя свою силу, чтобы нанести удар. Схватка обострилась, и в этот момент оба хищника понимали, что их судьбы переплелись в этой жестокой борьбе за выживание. Каждый из них стремился к победе, но в этом противостоянии ловкость и сила стали не только оружием, но и стратегией, определяющей их дальнейшее существование в этом опасном мире амазонки. Неожиданно, когда напряжение достигло предела, ягуар и комодский варан снова встретились в центре схватки. Силы обоих хищников истощились, но ни один не собирался сдаваться. Ягуар, чувствуя, что борьба близится к своей кульминации, взяла на себя ответственность за исход этого столкновения. В ее глазах горел огонь, и она решила использовать все свои навыки, чтобы одержать победу. Комодский варан, осознавая, что время работает против него, начал действовать агрессивнее. Он ринулся вперед, его челюсти открылись, готовые к решающему укусу. Ягуар, решив использовать этот момент, сделала резкий маневр в сторону. Варан, расстроенный тем, что не смог схватить ее, внезапно потерял равновесие. Ягуар воспользовалась этой возможностью и, используя свою скорость, сделала стремительный прыжок, целясь в его шею. При столкновении их тела издали оглушительный звук. Ягуар приземлилась на спину варана и, используя все свои силы, попыталась прижать его к земле. Варан, осознав, что оказался в ловушке, начал вести себя агрессивно, извиваясь и пытаясь сбросить ее с себя. Каждый из них боролся за свою жизнь. Ягуар понимала, что это ее последний шанс. Она попыталась нанести удары зубами в уязвимые места варана, но тот, обладая сильной кожей, смог отразить некоторые из ее атак. Комодский варан, не желая сдаваться, издал пронзительный рев, который разнесся по окрестностям. Его мощные челюсти снова раскрылись, и он попытался схватить ягуара за переднюю лапу. Ягуар, ощутив приближение угрозы, мгновенно уклонилась, но варан успел задеть ее, оставив болезненный след. Кровь капала на землю,
и ягуар почувствовала, как боль проникает в каждую клетку ее тела. Это лишь раззадорило ее, заставив встать на ноги и снова атаковать. В тот момент, когда казалось, что ягуар потеряет контроль, варан с силой ударил ее своим хвостом, и ягуар отлетела на несколько футов. Она приземлилась на землю, слегка запутавшись в лианах. Варан, понимая, что у него есть шанс, бросился вперед, чтобы нанести решающий удар. Ягуар, собрав все силы, снова встала на ноги, но ее движения стали медленнее. Схватка достигла своего пика. Оба хищника были истощены, но их инстинкты побуждали продолжать бороться. Ягуар, осознавая, что ее время на исходе, решила рискнуть. Она сделала решительный шаг, направляясь к варану, который уже готовился к следующему нападению. Она использовала все свои навыки, чтобы обмануть его, и быстро среагировала на его движение. В этот момент их глаза встретились, и ягуар поняла, что это не просто битва за пищу или территорию. Это было противостояние, определяющее, кто из них сможет выжить в этой жестокой экосистеме. Ягуар сделала последний бросок, направляясь к комодскому варану с такой силой, что в воздухе повисло мгновение ожидания. Все вокруг замерло, как будто сама амазонка затаила дыхание, готовясь увидеть, кто выйдет победителем в этом безжалостном и напряженном столкновении. Схватка между ягуаром и комодским вараном достигла своего предела. Ягуар, собрав все силы, сделала решающий бросок, используя ловкость и мощь. Она приземлилась на спину варана, вцепившись в его шею острыми зубами. Комодский варан, осознав, что находится в уязвимой позиции, попытался вырваться, но ягуар крепче схватила его, прижимая к земле. Варан издал пронзительный крик, его лапы искали опору, но его физическая мощь уже не была решающей. Ягуар, почувствовав преимущество, сделала последний решающий укус. Этот момент стал поворотным. Ягуар, осознав, что справилась с соперником, подняла голову и зарычала, отпустив варана. Он упал на землю, истощенный и побежденный. Ягуар стояла над ним, символизируя победу. Сражение завершилось, но его последствия затронули всю экосистему Амазонки. Наблюдавшие за битвой животные начали осознавать, что столкновение двух хищников оставило заметный след. Ягуар, сохранившая свое доминирование, понимала, что ей нужно будет адаптироваться к новым условиям, связанным с появлением варана. Комодский варан, хоть и потерпел поражение, стал частью нового мира. Их столкновение стало экспериментом для изучения взаимодействия видов в амазонских джунглях. Сквозь листву пробивались солнечные лучи, освещая истерзанное тело варана. Ягуар, медленно двигаясь по кругу, оценивала свою победу. В этом жестоком мире каждого хищника ждет постоянная борьба за выживание. Победа над комодским вараном не только обеспечила ей пищу, но и поставила под вопрос баланс всей экосистемы. Ученые, наблюдавшие за этим столкновением, начали понимать, что случай может изменить представление об экологии. Появление нового хищника в Амазонке, даже несмотря на его поражение, могло кардинально повлиять на пищевую цепь. Каждый наблюдатель фиксировал детали, осознавая, что это столкновение представляет собой уникальный случай для дальнейших исследований. Ягуар, стоя на своем месте, понимала, что победа принесла ей не только величие, но и ответственность. Ее действия и способ выживания теперь будут определять жизни других существ в этой обширной экосистеме. Каждый новый день будет испытанием, и вся Амазонка стала свидетелем того, как один бой может изменить судьбы ее обитателей. Ягуар, стоя над истерзанным телом комодского варана, осознала, что ее победа изменила баланс в экосистеме Амазонки. Вокруг нее собрались различные животные, настороженные после боя. Шершавые тела ягуаров и комодских варанов теперь стали частью цепи, где смерть одного хищника повлияла на жизнь других. С течением времени ягуар начала адаптироваться к новому статус-кво. Она поняла, что теперь ей нужно искать новые источники пищи, так как исчезновение варана создало пробелы в пищевой цепи. Другие хищники, такие как кайманы и ястребы, стали исследовать новые возможности, но ягуар оставалась на вершине. Она использовала свои навыки охоты, исследуя новые территории и находя жертву в местах, где раньше вараны контролировали доступ к ресурсам. Комодский варан, хотя и потерпел поражение, также оказал влияние на окружающую среду. Его присутствие в Амазонке вызывало изменения в поведении других видов. Ящерицы и мелкие млекопитающие начали искать новые укрытия, опасаясь, что еще один варан или другой хищник могут появиться. Это создало цепную реакцию, заставляя экосистему адаптироваться к новым условиям.
Ученые, фиксировавшие это событие, начали анализировать последствия столкновения. Они заметили, что изменение в численности одного вида может вызывать изменения в поведении других. Это привело к новому пониманию экологии. Появление комодского варана в Амазонке стало уроком о том, как экосистемы могут изменяться при взаимодействии видов. Ягуар, став главной хищницей в этой части джунглей, стала более осторожной. Она выбирала моменты для охоты и активно исследовала новые территории, чтобы максимально использовать свою силу. Каждый день стал испытанием, где нужно было адаптироваться к изменениям. С течением времени ягуар оставалась символом силы и выживания, но теперь осознавала влияние своей борьбы с комодским вараном на окружающую среду. Вокруг нее жизнь продолжала изменяться, и каждый вид находил свои способы адаптации к новым условиям. Эта борьба оставила след в памяти всех существ, обитавших в джунглях, показывая, что даже одно столкновение может изменить судьбы многих. Экосистема Амазонки больше не была прежней. Каждый новый день стал свидетельством постоянных изменений, а история о ягуаре и комодском варане останется в сознании всех, кто сможет ее вспомнить. Жизнь в джунглях продолжала танцевать в ритме выживания, и каждое новое поколение будет знать о том, как одна встреча двух хищников перевернула привычный порядок вещей.